Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня мы с вами будем вновь запекать мясо. Судя по вашим отзывам в комментариях и по просмотрам, вам эта рубрика, это направление очень нравится. Поэтому будем его продолжать и развивать. Сегодня мы будем запекать свиную корейку. Вот такой вот замечательный кусочек я сегодня взял. Вот это вот сало, которое вы видите, мы его сейчас срежем, а часть с мясом возьмем и запекем. Или запечем. Вот таким вот образом берем и начинаем срезать, чтобы чуть-чуть сала осталось на мясе. Вот такая вот у нас получилась история. Здесь мясо, которое мы будем запекать. Ну а здесь осталась кожа с небольшим таким вот слоем сала. Из этого я тоже обязательно что-нибудь сниму. У меня есть варианты вкусных намазок из сала. Покажу вам рецепт. Смотрите позже на канале. Из специй мы будем использовать сушеный чеснок, сушеный розмарин, красную паприку, карри, соль и прованские травы. Собственно говоря, теперь нам нужно наше мясо обвалять в наших специях. Понятное дело, я вот это вот делаю для того, чтобы сделать красивую картинку на заставку. Ну а вы просто специи между собой перемешайте и со всех сторон намажьте плотненько наше мясо. В общем, фотосессия у нас прошла, поэтому мы вот таким вот образом теперь наше мясо хорошо вот так вот натираем. Прям со всех сторон. Теперь нам нужно вот так вот мясо прорезать, но не дорезать до конца. Как бы вот такие вот стейки делаем. Примерно 2-3 сантиметра толщиной. Так вот вовнутрь тоже с доски вот то, что у нас специи свалились, туда вовнутрь можно их, вот эти вот специи, туда прям вовнутрь вот так вот позасыпать тоже. Берем репчатый лук и на такие вот кружочки нужно его нарезать. Берем помидор и тоже на кружочки его таким вот образом нарезаем. Теперь мы в прорезь добавляем помидорку, добавляем лучок, а также добавляем ломтик бекона сырокопченого. Ну и так делаем в каждой прорези. Помидорка, лук и бекон. Перекладываем мясо в лоток для запекания. У нас, видите, как раз такая вот форма идеально под этот размер. Дно, как вы видели, я смазал маслицем. Закрываем плотно фольгой. Ну и теперь вот в таком вот виде отправляем в духовку. Она у нас разогрелась.
200 градусов примерно на 40 минут для начала. Ну а там будем смотреть дальше по ситуации. Здесь действуйте по своему усмотрению, в зависимости от размера куска мяса, от вашей духовки, ну и так далее. В общем, все как обычно. Готовим мясо. У нас прошло 45 минут. Теперь давайте аккуратненько снимем фольгу, но не будем ее разрывать, она нам попозже пригодится. Так вот просто аккуратненько. Ой, ароматик пошел. Оп, оп. Горячая, смотрите, не обожгитесь. Вот так вот раз. Опа. Вот такая вот у нас здесь ситуация. Мясо внутри еще сырое. Вот сверху начало готовиться. А внутри еще прям сырое-сырое. Но овощи уже начали пускать сок. Внутри там, видите, как сочненько. Ну и теперь на основе полученных данных по нашему мясу я решил отправить его еще на полчасика минимум в духовку уже без фольги. А дальше будем смотреть, что с ним происходит. У нас прошло еще примерно 15 минут. Мясо наполовину, даже больше половины приготовилось. И в общем готовим его дальше до готовности. И вот так вот периодически можно соком смазывать. Ну, вы можете это прям в духовке делать. Быстренько дверцу открыли. Вот так вот промазали бульончиком. И продолжили запекать. Я, кстати говоря, пока сейчас соком смазываю, у меня такая вот идея родилась. Вы знаете на этом этапе, что можете сделать? Я думаю, примерно полчаса нам еще потребуется на приготовление нашего мяса, может быть даже чуть-чуть побольше. Вы можете сейчас взять мясо, аккуратненько поднять, убрать, на дно положить картошку, нарезанную кругляшками, ну так слой выложить, сверху положить обратно мясо и отправить в духовку. Как раз картошечке потребуется минут 30-35, чтобы запечься, но она будет запекаться вот в этом бульоне, в этом соке от нашего мяса. На выходе мы получим картошку с мясом к ужину. Ну а так просто я сейчас получу кусочек мяса, который можно будет либо там с рисом, либо еще с чем-то подать, ну либо просто нарезать на бутеры. Вот такое вот у нас тут мяско. Аромат стоит просто на всю округу. Уже даже соседи, мне кажется, под квартирой, под дверью ходят и где это так пахнет? Вот такой вот кусочек мяса у нас получился. Давайте еще раз вот так вот по-быстрому смазываем соком сверху. Ну и теперь берем вот тот самый кусочек фольги, вот так вот полотенчиками берем, чтобы было не горячо, и прижимаем края. Потерпите, потерпите, вот пускай буквально еще минуточек 10 мясо вот сейчас под собственной температурой дойдет и отдохнет. И после этого его уже можно будет кушать. Прям вот накрыли фольгой и 10-15 минуточек дали ему отдохнуть. Ну что, давайте разрежу напополам, чтобы вам показать. Опа! Опачки. Такое вот у нас получается тут мясо. Вот так вот отрезаем. Горячо. Опа! Смотрите. Смотрите на эту красоту. Очень мягкое, очень нежное, очень сочное мясо. Вот так прям берем тут и помидорка, и лучок, и бекон, и мясо. Он просто тает. Шикардос. Прям пошла ароматика. А вот это вот сейчас в конце сало, которое мы слегка оставили на кусочки мяса, оно просто вот так, вот, знаете, сейчас прям
И вот так вот потекло. Ну вообще очень шикарно. Прям вот с картошечкой было бы просто божественно. Ну и с рисом, я думаю, не менее восхитительно. Ну что, на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пусть у вас все будет хорошо. Живите вкусно. Пока-пока.